Современный мир часто кажется холодным и безразличным. Люди спешат по своим делам, погруженные в собственные заботы и проблемы. В больших городах это ощущается особенно сильно. Среди бесконечного потока машин, шума улиц и спешащих прохожих легко потеряться не только человеку, но и любому живому существу, оказавшемуся в беде. В один из пасмурных осенних дней на окраине города, возле старого канала, появилась овчарка. Когда-то она была красивой и сильной собакой, но теперь от прежнего вида почти ничего не осталось. Ее шерсть свалялась и потускнела, ребра отчетливо проступали под кожей, а в глазах читались усталость и отчаяние. Казалось, что животное уже давно скитается по улицам в поисках еды и укрытия. Собака медленно брела вдоль берега, временами останавливаясь и смотря на воду. Она была настолько истощена, что едва держалась на ногах. Прохожие замечали ее, но никто не останавливался. Кто-то просто отворачивался, кто-то ускорял шаг, а некоторые даже смотрели на нее с раздражением. Для большинства людей она была всего лишь очередной бездомной собакой, которых в городе немало. Ближе к вечеру вдоль канала шел молодой мужчина по имени Андрей. После рабочего дня он решил прогуляться, чтобы немного отдохнуть и привести мысли в порядок. Когда он заметил овчарку, то сначала подумал, что она просто отдыхает у воды. Однако, подойдя ближе, понял, что животному срочно нужна помощь. Собака лежала на земле и почти не реагировала на происходящее вокруг. Лишь когда Андрей присел рядом, она слегка подняла голову. В ее взгляде не было агрессии или страха, только усталость и слабая надежда. Мужчина достал из рюкзака бутылку воды и осторожно налил немного в пластиковую крышку. Собака сделала несколько неуверенных глотков. Затем Андрей купил в ближайшем магазине еду и вернулся к ней. Овчарка ела медленно, словно не веря, что пища действительно предназначена ей. Оставить животное на улице Андрей уже не мог. Он отвез собаку в ветеринарную клинику. Осмотр показал, что она сильно истощена, обезвожена и нуждается в лечении. Врачи предположили, что раньше у нее был хозяин, поскольку собака была воспитанной и знала некоторые команды. Несколько недель Андрей ухаживал за ней дома. Каждый день овчарка становилась немного крепче. Она начала с интересом изучать квартиру, встречать хозяина у двери и радоваться прогулкам. Постепенно в ее глазах появился живой блеск, а на месте прежней апатии возникло доверие. Мужчина назвал собаку Бэгги. Со временем они стали настоящими друзьями. Бэгги сопровождала Андрея на прогулках, терпеливо ждала его с работы и всегда находилась рядом. Казалось, что она прекрасно помнит тот день у канала и человека, который не прошел мимо. Однажды зимой Андрей поскользнулся на обледеневшей дорожке в парке и сильно ударился ногой. Подняться самостоятельно он не смог. Бэгги начала громко лаять, привлекая внимание прохожих. Благодаря этому люди быстро заметили мужчину и помогли ему. Тогда Андрей впервые подумал, что спас не только собаку. В каком-то смысле они спасли друг друга. Прошло несколько лет. Бэгги окончательно восстановилась и превратилась в красивую, сильную овчарку. Многие знакомые удивлялись, когда видели фотографии того времени, когда она была найдена возле канала. Трудно было поверить, что это одна и та же собака. Эта история не о чуде, а о простом человеческом поступке. Иногда достаточно остановиться на несколько минут, чтобы изменить чью-то судьбу. Большинство людей не способны помочь всем, кто нуждается в поддержке. Но каждый может помочь хотя бы одному. И порой именно такое решение становится началом новой жизни, как для того, кто получает помощь, так и для того, кто ее оказывает.